подключения. Было интересно, смотрите до конца. Всем привет! Мы прибыли в Баксан, дабы подключить двигатель на Volvo VNL. Это у нас D12D, 420 лошадей. Приехали мы к Резуану. В принципе, здесь, я надеюсь, будет у нас стандартная работа по подключению. Надеюсь, что без нюансов, но куда же без них. Не, ничего больше не надо. Все, только провод. Не парься. Сейчас попробуем сделать, чтобы было а-ля заводской вариант. Ну, заводской вариант, это я знаю. Я имею в виду, вот, когда вот, понимаешь, там... Да. Также включишь зажигание, один раз нажал, и она сама качает, выключается. Вот так. Ну, так сделаю, да? Потихоньку сейчас вырежем лишнее. У тебя петличка прилипла. Куда? Вот она. Где? Так ее можно где-нибудь оставить на каком-нибудь грузовике. С этим понятно, да? Вот это сюда, это сюда. Вот так, значит, здесь у нас гаечка. Открутились. Положили. Главное не потерять. Может быть и на 13. На той машине было на 13. Та, которая была до этой. Где она была? Это же будет следующее видео. Она была там, в Ставрополе, Краснодаре, не знаю, между ними. Услабинский район. Да. Именно. Я так и хотел сказать. Опа. Все-таки на 12. Давай, спасибо. Опа. Так. Разъем круглый существует? Круглый разъем 12-пиновый, который туда на двигатель. Вот сюда. Да. Есть? Все, ништяк. Да, огонь. И одеть головкой сюда. Посмотрим, что из этого выйдет. Открутил. Масло потечет. Оно внезапно потечет? Ну прям в волосы, да? Волосы отмоются, вот фотоаппарат. Ладно, это есть. Это вообще огонь. Выглядит круто. Ну, вообще достаточно с аккумуляторов на старте, со стартера на двигатель, с двигателя на раму и на кабину. Ну, так должно быть. Короче, этот ставлю, да? Да. Ну да, я не знаю, кто там внутри сечения, просто изоляция может быть же толстая. Да. Поэтому, ну, по ощущениям он вроде мощнее. Это, конечно, очень относительно, но, ну, короче, да, так пойдет. Что это за двигатель работает? Да хрен его знает, Карин. По запаху как будто КамАЗ какой-то. А по звуку? Тоже. Пойду проверю. Надо же. Что стоит там? КамАЗ. Хотя я не Опять уверена. будут в комментариях писать, что токсикоман, блин. Что, токсикоман, что ли? Типа? Нюхаешь все, блин. Солярку? Да, что, нюхать нельзя, что ли, блин? Солярку. Да, воняет. Сразу кажется, что что-то не то с ней. Солярки же запах должен быть определенный. Здесь тоже пневматическая муфта стоит, как и на той машине, такая же ерунда. Сегодня она, скорее всего, только запустится. Поедет она, наверное, позже. Заявка на победу. В курсе же, да, что с вентилятором-то будет заморочь? В смысле? Ну, в прямом. Надо было ставить-то эту вязкостную муфту. Здесь же по штату-то вообще другая муфта должна быть. Ну, это от Америки, да, пошло. Ну да, как он ей будет управлять? Никак не будет. Придется провода выводить отдельно. Я 2 провода выведу, но я обычно это не делаю, потому что обычно всегда комплектация заводская. Эти 2 провода надо будет там сделать разрез на верхнем патрубке, на радиаторе. Туда датчик вазовский поставить и в него провода эти воткнуть, чтобы вентилятор автоматически включался. Вот так она сейчас не тучится, да? Ну, да. Ну, этот компьютер не сможет им управлять. Если он датчики не видит, он ее включает постоянно.
Да уж. Это что такое? Ну, будем надеяться, что это не провод на веку. Это так закручено, где-то сяк. Болты еще все разные. Приходится мучиться. Должно занимать там 5 минут буквально это все дело. Занимает минут 30. Всем привет! Я тот самый Абдул. Михаил — это лучший мастер своего дела, которого я когда-либо видел. Спасибо вам огромное, дай Аллах вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Своей помощью вы вытащили меня из ямы, в которой я находился на протяжении полугода. Вы лучшие. Всем советую, поверьте, вы останетесь довольны. Отлично, супер. Да, это приятно слышать, действительно, очень приятно. И вы тоже, Абдул, очень позитивный человек. Спасибо большое вам. Да, главное, что он не унывал, как говорится. Человеку надо должен, то есть добился, так сказать, своего. Это тоже как бы дорогого стоит. Ну, ладно. Осталось не так много на самом деле. Время у нас доходит 2 часа. Так, все, спасибо. Все? Да. Надежно. Швейцарские часы. Алло. Здравствуйте. Вы позвонили Михаилу? А это Абдул. Да, Абдул, привет. Как у вас дела? Все хорошо. Че вы там уже выезжаете, наверное, да? Нет еще. Доделываем, чуть-чуть А осталось. что это Мишка ко мне шпионов отправляет? Каких шпионов? Ну, он, наверное, сразу догадался, кто это ко мне подошел. Тут его работа интересовался, его конкурент. Сделано как, горняк сделано как, что... Ну, я догнал сразу, кто это. Я-то его ни разу в жизни не видел в лицо. Ну, я так делаю, что электрики хотят скопировать именно принцип, как я делаю. Ну, вплоть до того, что как провода прокладываю. Реально бы хоть постеснялся-то. Я так думаю, что, скорее всего, мы все делаем правильно. Сейчас я прошью все, проверю и будем запускать. Здесь, видишь, я клавиши перенес сюда. Ну, вот эти 3. То, что там преобразователь, они в него упираются. Потом эту штуку не вставить сюда. Ты насколько рассчитываешь здесь у нас? Ну, вот этот день, по идее, последний. Так, в горы не поедем? Ну, как сказать, работать надо, Егор. Завершаем подключение двигателя на эту машину. Здесь у нас дэшный мотор, там подкачка есть, топливо электрическое. И мы ее реализовали и проверили, но она работает. Кнопки все работают. В принципе, все системы работают. Буквально еще чуть-чуть, пару тестов, и будем запускать двигатель. Морально поддержи. Типа там, давай, ты сможешь. Опа. Горячо? Теперь да, холодная. А не греется, да. Зря, чтобы целый день не стоял. Нет, здесь уже завершаю я. Все. Осталось последнее. Еще раз качну топливо. Значит, с датчиком проблема. Не было когда. Теперь есть проблема. На двигателе датчик? Да, он на двигателе стоит. Это частая проблема. Вроде вообще нет. Все, осталось только там с вентилятором примудрить. Вот, я там провода уже вытащил. Но некоторые вещи уже бонусом я сделал. Например, подкачка и управление вентилятором. Что сделаешь? Машина не новая, пластмасса имеет свойство высыхать. Но на самом деле это не самое страшное, что я видел. Все готово к запуску? Да. Ну-ка. Щелкает. Прикольно. Даже хорошо. Из проводов, которые у нас остались от подключения, сделаем этот проводочек. Ну что, видел вон те машины американские, которые там стоят тебя ждут? К тебе уже все подошли? Да. Я же обожаю, когда меня отвлекают. Прям мне это очень нравится. Это был сарказм, если что. Злятся грузовики. Ждать приходится? Да. Они уже, видишь, подкрадываются. Как в той рекламе где, не помню, то ли Лукойл, то ли ПТК, где они машины в пустыне там охотились за бензовозом. Долго машина стоит? 4 месяца? Без этого датчика не включится. Он то есть сейчас выключится и не будет включаться. Чтобы, ты мало ли там никуда не поехал, пока это не сделаешь. Либо тогда принудиловку можно сделать, вот эти 2 провода в кабину вывести и на тумблер сделать. Замкнул, он включился, разомкнул, выключился. Говорится, простая, надежная система. Сюда приходит минус и уходит минус. Я сделал специально так, чтобы если провод где-то перетрется, не замкнуло.
что-то где-то отвалилось. На связи нету двигателя. Там предохранитель такой стоит, неважный, еле-еле живой. Насос работает как вот по заводу. Кнопка отправляет сигнал в блок управления кабиной. Блок управления кабиной дает команду двигателю включить насос. Заводская схема, никаких этих лишних проводов. Да, как на Вольвах, ну как на всех. На Европе также. Ну, 12,7 показывает. Сейчас тогда провод скину. Самоликвидировался. Так, ну давай. Вообще все. Хана. Ну да, не держит. Аккуму надо сделать срочно. Разражен, да? Да, тут... блядь, да ну нахрен. Дожди. Аккума не затянута, я не проверял кремы. Конечно. Подожди. Давай чуть-чуть газ. Газом, да. Эфир есть, да, сейчас. Это вчера сказали. Сейчас, пока подождите, сейчас. Да, еще провод отвалился, сейчас. Надо его остановить. Я там еще раз сейчас строил, там аж это брызгает прям конкретно. Она схватила и пропал контакт. У меня погасло все. Так, ну что, запустится он в конце концов, а? Крышку открой на сепараторе. Или в сепараторе есть соляра? Есть. Может залить еще солярки туда? Он соляру все не качает, видишь, вообще. Вот я поэтому говорю, в баке может быть. Может быть все что угодно. В баках солярка есть вообще, ребят? Что-то нифига. Может с этого напрямую ее? Да он уже должен был 10 раз закачать, она очень быстро закачивает. Ну да, этот насос. Очень странно. Насос может наоборот крутить. Нет, он так не умеет. Только если обратка с подачей перепутанная. Да? Но он не может качать туда, он должен оттуда закачивать. Значит, может перепутаны. Что, подача обратно? Да. Нет, он работал, двигатель работал. Это не трогали вообще. Не, я понимаю, я имею в виду, сейчас же двигатель другой стоит. Вот это ж подача, да, подключена? А вот это вот типа обратка. Как сейчас, быстрее опускается или так же? В бак, правильно? Это в бак, да, обратка. Ну, а это этот. Это подача. Да, только эта трубка, это обратка с головки. Здесь же обратка идет, по-моему, если не память не изменяет. Во-первых, она тонкая для подачи, правильно же? По-моему, это обратка. Вот это идет в бак, сепаратор Ну. идет. Она куда должна идти? Вот это с бака разве идет? Ну, сепаратор идет. Ну, Это подача. это подача. Мне кажется, это обратка. Вот эта обратка подключена наоборот, мне кажется. Как будто бы так. А это подача, что ли, да? Наверное, да. Сейчас мы посмотрим у них. А у кого есть такой мотор? Да, есть. Посмотри, да, куда что подключено. Просто надо чекнуть. Тут раздолье таких моторов. Так, ну, чтобы было понятно, короче. Да, похоже, перепутано. Да, это обратка. Видишь, тонкая трубка. Перепутана. Перепутана, да. Вот я говорю, он отсюда воздух. Вот эта трубка, это точно обратка. Видишь, она тонкая. Вот она идет сюда, вот на этот 14-й болт, а он Да, обратно. да, это обратка. Да. Они обратку к подаче подключили, поэтому такая проблема. Надо менять местами. Контент. Приветствую, да? Телефоном общаемся, а так. Да. Кто делает это? В смысле делает? Это мы сами. А, вы сами делали? Да, но Понял. видишь, здесь американский что-то идет. Да, да. Это сюда идет. Да, это жесть. Это подключить надо сюда, а это надо подключить сюда. Но это точно обратка. А где подача, я не знаю. Да, это нажимаем. Так, а там соединено на пластиковый, да, шланг? Вон там соединитель, я смотрю, воздушный стоит. Воздушный соединитель, кстати, нельзя. Специальный соединитель надо. Короче, эту трубку отсоединить, ее с этой трубкой соединить шлангом сейчас. А эту трубку также шлангом сюда к этой, ну пока временно, для запуска. Кусок шланга найти, 4 хомута и пересоединить их, а потом уже переделать по-нормальному. Перепутана обратка с подачей. Из-за этого мы не можем запустить. У нас обратно выкачивает топливо из мотора туда, в сепаратор. Да. Когда сепаратор открываешь, он должен оттуда топливо забирать, а оно там наоборот прибывает. Туда шланг одеть кислородный и в канистру опустить, прокачаться и запуститься. Держу. Это у нас обратка, да? Да. Все, ее вот
канистру. Все, это у нас здесь, обратка тут. Пока придержи, да, я хочу насос запустить. Насос пошел качать. О, сразу пошло. Другое пальто. Да, дело другое. О, все. Че, как там? Держи, сейчас запустим. Сейчас, подожди, не так все просто. Там этот, соляр-то достает еще он. Все, обратка больше не идет. Соляра еще есть, нормально. А там не связано с канистрой вообще никак? Нет. А что там бежит? А, воздух. Ну, показывает нормально. Здесь единственное, что здесь датчик, походу, еще навернутый. Он сверху того, что показывает, еще, ну, как бы, туда уходит практически до 90. А сейчас уже сразу 30 показывает, на заглушенную. Ну, давление там точно есть. Вот, только какое, мы, наверное, не узнаем. 3 месяца он стоял. Так, что, запускаю еще раз. Аккуратно, руки не суем в вентилятор. Все, хорош, нормально. Давление топлива есть, хорошее. Турбина работает, ну, давление показывает. Ну, для этого двигателя нормально. Нечего больше проверять, все проверил. Круиз работает, должно все работать. Горняк под крышкой работает, все туда. Все. Мы могли закончить ее часа 2 назад, но тут просто то одно, то другое, тут прям все вылазило. Что только нет. Давай стартером пытаться крутить. Она не крутит. Что за ерунда? Ну, я там проводаж, все этот. Ну, я обход сделал этого концевика, который там, когда перегрев, стартер отключает. Нифига, короче, не крутится. Смотрю, этот Icon блок стоит, который, ну, каменцевский. Да-да-да. Думаю, вот зараза, короче, я его давай отрезать оттуда. Включаю зажигание, у меня нет связи с блоком управления кабиной. Смотрю там. Да, завершили подключение. Было интересно. Смотрите до конца. Это давление масла, датчик как будто врет, потому что он сразу 30 на заглушенную показывает. И потом почти до 90 уходит, когда запускаешь. Надо попробовать его заменить. Что, где Детройт? Там этот круиз почти поднимает, поэтому побольше, чтобы он наоборот дал. Давай И сейчас. просто программа и все. Хорошо. Сделаем зверский аппарат. Сейчас. Главное, что там завершили и все. Это вообще прям так она не хотела. Здесь Volvo у нас. Под капотом установлен двигатель Detroit дизель 12.7 без EGR. Делаем прошивку, увеличиваем мощность. Кто-то случайно узнал, что я приехал. Стоит 8 американцев. Началось, да. И C15 с тонажом 40, да, он будет лопать. Сейчас вот он в таком виде пустой, 47 у меня. Ну, сейчас подключится, Понял. увеличит. Можно. Получится, да? Да. Ну что, панель пойдет? Да. Вот Ну, щиток приборов, в нем содержится русский. Он ругается только на вентилятор, больше ошибок нету. Сейчас сделаем русификацию. Включи поворотник. Она должна уже работать. На одном плюс, на втором это уходит на этот. Аварийку включи. Ну, что-то с ней. Сейчас горят эти. Нет, он не горит ничего. Горит же, да? Еще один момент, Миша. Не-не-не, все. Больше ничего делать не буду. Так, Не-не-не, я хочу а то сейчас начнется. Да. Короче, у меня вот этот правый боковой Ага. перестал гореть. Ну. И этот на прицеп не идет. Я просто вот отсюда этот провод пустил Ага. и туда этот присобачил. Вот этот боковой горит. Да. О, все, Что, перепутано? не знаю. Миша. Дело мастера боится. Видишь? Надо на место сделать. Вот сейчас влияют на расход, на что-нибудь. Не должны. Все, спасибо, Миша. Давайте, ребята. Пожалуйста. Всем удачи, поехали. До свидания. Здесь этот D13, да? А, 12-й? Компаунд, что ли? Компаунд был. А.
Понятно. Так, все, я закалибровал ее. Калибровка сцепления. Была замена ПГУ, калибровали сцепление. Все, откалибровал, да? Калибровки не было, да? Не знаю, просто я ее сделал. А что значит, как именно дергается? Ну вот кусает этот на рывок сразу. Она пытается ее трогать с Да, места. да. Это нормально. Она, по идее, должна ее с места трогать. Помощь при трогании. Нет? Есть такая у них функция. Да. Понял. Это... Не, я думаю, что это не проблема. Скорее всего, все нормально. Да, да. Там Volvo прошивка нужна, европеец. Европеец? Да. А какая именно? Это 12. Мощность? Да, да. Ну, наверное, нет. Или да. Надо смотреть. Может, эти настройки надо какие-то сделать. Volvo, там, не знаю, какая по счету. Короче, здесь мы параметры изменили коробки, чтобы она переключалась, больше оборотов брала. И русский язык сделали на панели. Здесь у нас Volvo с Cummins 15, мы роботом от Eaton. Миша, Да. а на этом от педальки тормоз работает? Ну, можно сделать. А, работает? Работает. Да? Да, работает. Тормоз. Ау! Это 2,5 доводит и скидывает, Миша. Да, да. Ну, а так вообще как работает? Вот этот 450, который стоит, он Ага. копию сделал. Он намного резвее. Намного резвее. Да. Ну, этой прошивке еще нужен этот датчик давления выхлопа. На этом, да? Да, да, да. У меня стоит там. Я обратно подключил вот это. Пишет, что этот цепь. Он работает у меня, этот датчик. Разве? Да, он работает, я трубку это все вывел, штекера, все, датчик все работает. На 350, который у меня стоял, у него в прошивке это вписано. То есть, когда снимаешь фишку, ошибка появляется. Ну, сейчас горит ошибка по датчику давления выхлопа. Выхлопа, да? Да. А почему? Фиг знает, но он типа ругается на цепь. Именно пишет этот давление в выпускной системе. Просто он по нему дерейт делает мощности. То есть он можно снять его, да? Да. Фишку. Может, фишку снял, может одеть, проверь. Давай Не, посмотрим. если ругается, если включенные прошивки, тогда не надо, я обратно подсоединю. Ну, он здесь ругается, просто надо подсоединить его. Просто интересно, как он с подключенным датчиком поедет. Сейчас поворот. Странно, ошибка висит. Редуктора какие у тебя? 3.36. А, так стоит. Да. Наддув как бы доходил до пиковых значений. Просто он, Скинул. да, он его скидывает. Но я думаю, что это из-за того, что ошибка по давлению выхлопа. А если без ошибки он не будет скидывать, Да, да? он не будет скидывать, будет там. На самом деле я первый раз на Каменце ехала сегодня. Да? Это Нравится? просто бешеная какая-то машина. Да? Едет хорошо, да? Едет хорошо. Я У меня почти что новый двигатель. Да. Вот поэтому хорошо едет. Головка новая, поршневая, форсунки, все новые, актуаторы тоже новые. А можно сказать, какой расход у вас? Если через Урал, то не меньше 40 с 20. Испытания на ходу прошивки новой. Так вроде неплохо. Там датчик давления выхлопа не работает. Поэтому как бы она не на всю мощность там работала. Ты сюда полез опять? Да, да. По кругу ходим, понимаешь? Втыкаемся, да? Да. Из одной в другую. Здесь у нас как? День завершился, да, тут все закончили. Подключение двигателя тоже закончили. Значит, по подключению у нас были там всякие нюансы. Оказалось, все не так просто, не совсем стандартно. По стандартной схеме я проложил все жгуты на двигатель, чтобы управлять двигателем. На стартер силовые провода. То есть я не этапами делал, а сразу все сделал, все собрал, все жгуты собрал. И как понадеялся на то, что никаких нюансов не будет и как бы все будет работать. Ну, по итогу оказалось, там управление стартера не работает. Сразу я как бы не придал этому значения, но под капотом стоял блок айкона, который у нас с Каменцем когда-то там взаимодействовал. Короче, судя по всему, что-то где-то отвалилось. Пришлось вырезать этот айкон, управление стартером возвращать, ну, как обычно оно идет. Дальше куча обрывов и проблем там по питанию на блок управления кабиной с аккумуляторов провода, которые идут. Там их все вдоль и поперек пришлось останавливать, как говорится, обрыв за обрывом.
Все это выяснялось еще по ходу дела. То есть один обрыв устранил, машина вроде работает, ну, в плане включаются блоки управления, все отвечает. Там, через какое-то время, после там, некоторых манипуляций с другими вещами, опять все отваливается, ничего не работает, поиски продолжались. Пришлось там все клеммы заменить на питающие провода, которые идут на блок управления кабины, ну и все обрывы тоже восстановили. С какого-то момента все в итоге заработало. Еще самый такой тоже стрёмный момент. Машина не запускалась. После того, как прокачали топливо, здесь электрический насос подкачки, сам он качает. Казалось, что он уже прокачал, потому что там верхний болт откручиваешь, туда топливо во все стороны льется, ну, как говорится, давление там создается. Казалось, по крайней мере, так. На самом деле оказалось, что были перепутаны подачи с обраткой. Насос топлива пытался, в обратную сторону выкачать. Он наполнял сепаратор. Соответственно, мы не могли двигатель запустить. Магистрали сходу переделать не получилось, потому что нужны переходники, штуцера другие. Все по-другому надо делать. По-быстрому на канистру все это дело подключили и запустили с канистры. Главное, что запустили, проверили все системы, все работало. Мотор после переборки, форсунки работают хорошо, компрессия у него хорошая. Что у нас вылезло, это EPG, то есть либо с воздухом какая-то проблема, скорее всего здесь есть, что-то там, наверное, не подключили. И сам клапан вроде как отвечает, видно по диагностике, что он пытается работать, но заслонка у нас не двигалась. Под крышкой моторный тормоз работал, круиз-контроль также. То есть, в принципе, все остальные системы, все работает, кроме круиза. И здесь также человек пневмомуфту поставил, а этот блок управления у нас пневмомуфты управлять, к сожалению, не умеет, и научить мы его пока не можем. Пришлось тоже здесь городить цепь управления пневмомуфтой. В принципе, все на этом. Больше ничего интересного не было. Да, здесь, на удивление, двигатель стоит правильно. То есть здесь люди сами ставили, соблюли тут все нормы, передвинули мотор, будет крышку легко снимать, обслуживать будет проще двигатель. Стоит он визуально более как-то логично. Патрубки все на месте. В принципе, хорошо сделали. Не считая, конечно, обратки с подачей перепутанные. Такое может случиться. Не с каждым, с кем-то может. Всем пока. Форсунки как-то, разброс большой по балансировке. С чем это связано, пока не знаю. Если их недавно ремонтировали, то это, конечно, странно. Часовой расход и нагрузка немного занижены. Обычно, допустим, порядка 10%, здесь где-то 6%. Может быть, они больше топлива дают, но это не точно. Так, сейчас я посмотрю блок управления кабиной, потому что моторный тормоз, он клавиши не видит вообще, как они включаются. Сейчас посмотрим, что там в нем творится в этом блоке. Корректировал блок управления кабины, чтобы он начал видеть клавиши и круиз-контроль на ходу. Турбина работает нормально. На дэшных моторах на месте она там почти не дует. 10 килопаскалей. Нормально. Так и дует. Так, и остается у нас тест на компрессию. В 6-м цилиндре просела компрессия. Проверить регулировку клапанов. Во 2-м цилиндре тоже показывает, что просела. Сейчас продублируем тест. Так, что-то все по этой тачке. С компрессией какая-то беда. В 6-м горшке она просела, уже красная зона. И когда крутишь, он чувствуется, что он зажимает на каком-то горшке неравномерно, Это может быть и клапана, и сама поршневая, все что угодно. Если масло сильно не жрет, то пока, значит, не парится. Клапана проверить в любом случае. По форсункам разбег есть, относительно не маленький. Ремонт выполнялся просто заменой распылителя или на каком-то оборудовании, или ремонт не выполнялся еще? Все проверили, говорят, лучше мы не сможем сделать. Компрессия. Компрессия, кстати, была лучше. Как его? Вот балансировка, да. Сейчас выглядит все по-другому. Но примерно так же. Я имею в виду другие просто цилиндры, но картина похожая. Похоже. Они 3-й, 4-й был цилиндр, они поменяли. Эти форсунки все сняли, и которые присевшие форсунки, они поставили на 5-й, 6-й. Как раз, по-моему, туда и перешло все. 6-й горшок будет улетать. Там компрессия слабая. Поэтому это может быть связано с тем, что там положительная компенсация идет. То есть 6-й горшок, он больше топлива пытается налить, чтобы выровнять двигатель. И компрессия в 6-м горшке просажена. Может быть, из-за этого. Судя по графикам, как постепенно проседала. То есть раньше была лучше 86, а сейчас уже ниже 80, 70 сколько было, 78. Это или клапан, или сама поршневая? Да. Так. То есть лучше выглядит, да? Но в 6-м горшке проседает. Там
под педалью этот, куда шток давит, там можно какую-то пластинку положить, и педаль приподнимется, да. Только надо так сделать, чтобы, ну, как бы свободный ход чуть-чуть был. Да. Чтобы первый концевик срабатывал, который на педали. В первую очередь клапана. Если там вдруг все в порядке, да, то значит поршневая. Ну, Здесь в основном. просто диагностику выполнили. Эту машину я ранее подключал, там, лет 5 назад. Двигатель? Да. Да, двигатель. Да, 6, даже кажется больше. Двигатель подключали, ну до сих пор работает без этого. Но как надо же посмотреть, да? Ну да. Ну, как говорится, да, нюансы есть, там кое-что улучшил сейчас, чем когда я раньше делал. Потому что, как говорится, было что-то изучено. Жаришься? Да, жарко. Миша, да? Да. Легендарный Миша, да? Так, здесь прошиваемся, да, что-то Куда? шьем. Прошивку хотят. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Так. Прошили двигатель. Volvo D12D здесь стоит. 320 кб было, 460 стало. И русификация панели приборов. Go, next. Сегодня ты как конек-горбунок. Да. Миша, Да. вот эту программу вы делали. Да. Если честно, я не жалуюсь, но как бы, Еще хочется больше. не знаю, вот больше хочется. Я понял. Я могу больше, но на свой страх и риск. Да? Конечно. Но можно. Просто понимаешь, Миша, у меня с коробкой чуть проблема. Ага. Они же не ряд делаешь, она с хвостом, я-то на Урал езжу. Ага. Вот эта чиновница. Понял. Тебе нельзя, короче, чтобы она... Чтоб на пятую, чтоб переключалась. Понял. Я если ножом как бы езжу, из-за этого хочется. Ну, давай попробую чуть-чуть приподнять. Смотрим, Да, возможности есть. Я уже приподнял. Да? Че, как там дым, Карин, видно? Черный такой прям. Сначала белый, а потом черный. Такое. Ну не сказать, что такой черный, ну. Если честно, я не жалуюсь на тягу, как бы. С таким-то ножом по Уралу, даже европейцы с 20-кой. Форсунки хорошие, по-моему. Вроде, да, работает нормально. Разброса большого нету. Все хорошо. Все вроде работает. Программа хорошая. Да. Ну, это... Программа-то моя же вроде. Да. Ну, судя по номерам, да. Здесь диагностику сделал. Немножко подкорректировал мощность. Да, моя прошивка стоит изначально. Я чуть-чуть еще добавил, да? Да, все. Долго заводится. Очень долго. Ну, для Тонара, да, конечно, это мало. 400 лошадей. Еще один вопрос. Если Ивекинский сюда поставить, сложно подключить? Full 13. Я не занимаюсь. Ивекин не пробует. А другой ошибки здесь не показывает, да, сейчас? Ну, ошибки есть по датчику давления выхлопа. Он вроде как бы нужен. Он новый стоит там, кстати. Новый, да? Новый стоит, а хозяин поставил, изменений нет. Там два датчика понял. такие стоят. Ну, можно попробовать его в прошивке вырезать и без него поездить, посмотреть, как будет. Ну, я могу поставить прошивку без этого датчика. Фиг его знает. Здесь прошивка стоит на 400 кобыл. И твоя, да? Не, какая-то. Кто знает. Он сказал, Миша, говорит, Игорь отключил, прошивку сделали. Не знаю. Есть в Москве, в Питере. У меня нет такого файла. Ну, по сути, да. Можно сказать, что это сделал я, но на самом деле не я. У меня бывает даже по удаленке некоторые работают. Типа... Где покупали машину? Я в Осетии у женщины, его муж умер, мне его жена говорила. Женщина откуда знает? Да, муж говорит, Миша как делает. Диагносты некоторые по удаленке даже хитрожопые приезжают, короче, да. Да. Приезжают люди, делают прошивку. Мы, говорит, вот только что с тобой, типа, шили. Я в смысле, типа, что шили? Гонишь, что ли? Оказывается, как бы, ну там ему так сказали, что я шил. Ограничитель сможешь снять? Я думаю, да. Должно получиться. Предложение будет. Я могу прошить. Не сложно. Не с кнопки запускается? Этот мисклик. Ну это кто-то сигналку классно сделал. Брелок еще, видать, под кистом. Смотри. Долго, да? Нормально. Ну для камицы нормально. Это вообще Но если... сильно круто. Как круто, наверное, чтобы его вывести. Ну долговато. Здесь пора подтраивать, какой-то форсунка не работает. Слышно по выхлопу или? Да, вообще не работает.
Шестой цилиндр как будто хуже работает. Ну, он глохнет на нем, да. С черным? Прошивка 400 кобыл стоит, датчик давления выхлопа не работает. Прошивка не моя, у меня такого даже нету. Так, ладно, все тогда, до завтра. Направляющие разные, видишь? Датчик другой. Скорее всего, либо давление масла, либо давление наддув, скорее всего, да. Не пойдет точно, он быстро сдохнет. Он проработает прям мало, короче. У давления выхлопа у него мембрана там другая, из другого материала. В 4 часа вылет, за 1,5 часа в аэропорте надо быть. То есть, ну, соответственно, да, где-то в час меня... Ну, Я оставляю хорошо. машину с утра. Все хорошо. Здравствуйте. Ну, постараюсь там к 9, к 10, может. Вот. Халяль. Халяльная Кока-Кола? Да-да-да. Я на Эльбрусе. Здесь меняем прошивку. Камец 15 без ЕГР делаем прошивку. Не так давно ее сделал. Заодно испытаем, это не исправим дальше. Достанем на ходу. Спидометр не работает. Сейчас встанем, я скорректирую. Остановиться? Да, я хочу этот скорректировать. Работает? Нет. Странно. Еще раз глушим, да, включаем зажигание. Не видит почему-то датчик скорости. О, пошло. Не сказать, что так бодрые. Ну а так вообще? Так нормально. Знаю, с грузом, может, получше поедет. Может быть. Ограничение скорости сработало. Как будто бы. Сейчас смотрю. Заглуши и включи зажигание. Есть такая ерунда. Но видишь, спидометр еще работает. Записалось, да. Давай пробуем. Нормально. На 1700 останавливается, потом продолжает. Притормаживаешь, потом продолжаешь. Сейчас вроде нормально. Понял. С тоннажом, я думаю, надо будет проехаться потом, проверить. Актуаторы вроде работают. Форсунки, актуаторы в каком состоянии? Судя по всему, в рабочем. Желательно, что. Я актуаторы, честно, не трогал, но форсунки я менял. Понял. Не знаю, вроде как работает, нормально. Мне кажется, крутит как-то слабо. Попробую запустить. Ставьте. Да. Ну а так, разница в работе есть по звуку мотор? Мягче? Мне кажется, что оборот чуть-чуть медленнее набирает, но, не знаю, с грузом попробую, посмотрим. Я думаю, поедет машина. Не, газ чувствительнее стал. Ну да. Да. Прошли новую программу и протестили. Ничего такого сверхъестественного не делали. На машине без груза отклик на педаль резвее стал. Машина продолжает тянуть после 1700 оборотов. Соединяюсь? Да. Шел третий день в Баксане. Какая-то машина, 17-я? Не знаю, я уже не считаю. Без ручника выключить, включить, он ничего не даст. Бывает с повышенного ряда трогается. Фигась. А что за коробка? Вот это Итан? половину я включаю, половину она. Который у меня был, этот корпус сняли. Последняя передача. топ-2. Топ-2. 9-10 автомат. Да. Я мозг поменял, на этих мозгах абсолютно другое. Понял. И одна ошибка. Ну, короче, неисправность в итоге все равно есть. На тех мозгах была другая, Да. на этих другая. Логично предположить, что проблема в мозгах. Калибровать надо. Не, они не калибруются. Ставишь, работает, да. Ну, значит, надо посмотреть, какая ошибка загорается. Но, опять же, все относительно. Круиз в сторону off, если отключить, эти мозги бывает переключает, бывает нет. 9-е, 10-е. Вот. Это нормально. Там этот параметр регулируется. Можно сделать, чтобы типа всегда переключалось 9-10 автомат. Можно сделать, чтобы при включенной кнопке круиза можно вообще отключить эту функцию. Да, есть такая там ерунда. Надо сделать, чтобы всегда было или выключить вообще.
Ну, лучше всегда бывает на круизе едешь. Тоже. Понял, а бывает без круиза? Да. Ну, то есть надо сделать всегда. Бывает, он иногда мешает конкретно. Почему? Потому что ты еще обороты не набрал, чуть прослабил, ну пробка, не пробка, впереди машина. С газа ногу убрал, ну чуть прослабил, он дыц на верхнюю пошел или вниз пошел. С этим сложнее, потому что там это не регулируется. Нечетные пропадали. Понял. Да, это Freightliner, двигатель Detroit дизель 12.7, бывший ЕГРный двигатель. Я так полагаю, человек делает себе запасной компьютер. Делаем копию параметров с того компьютера, который стоял, тот компьютер, который сейчас прикрутит. Стандартная операция. Два компьютера будет одинаковых. Сломался, другой поставил. Ну, они потому что обычно ломаются с того, что гниют. И найти хорошие вообще проблемы. Ценники скоро на них будут вообще там, я думаю, космические. С той стороны все штекера откручиваю и вставляю их в мозги, в целевые. То конфеты, то яблоки. Неактивная. Батарея связи по линии 1939. Ну, на Volvo от коробки 19 линия идет сюда, как в область аккумуляторного ящика. Да. И за сиденьем, за водительским, входит в кабину. Дальше вдоль порога пластиковый короб, там идет только под ковром, поворачивает в сторону педали акселератора, и за педалью акселератора поднимается наверх, заходит в косу основную под торпедой. Все соединения заводские в основном выполнены там, вот в этой косе. Они просто тупо вот там провод идет, они его там чик и прикрутили, припаяли и загерметизировали кембриком. Там нету этих разъемов никаких. Да, я один стык разобрал, она паянная была. Я изоляцию снял. Смысла нет туда лезть. Ну, вот. Там провода никогда не гниют, если честно, за всю историю практики. Вот в Вольвах, именно вот которые под торпедой, провода, если никто не снимал косу, если там никто ничего не делал, вот с завода все лежит, никогда там проблем не было, вот вообще никогда. Проблемы бывали область аккумулятора, да, где выходит, там хомутами пристегивается это все, прямо об них перетирается. И где вот шлейф идет, ну вот из-за сидения получается, и пошел этот коробочек. Бывает, что внутри него протирается. Протирано. Да. И вода там бывает, дренажные отверстия засираются, вода не уходит или уходит плохо, и начинает там подгнивать все это дело. Вот. И блок АБС кладет линию, это чаще всего спутник, это американская эта система слежения. В нее провода по правой стороне приходят под торпеду, их там можно просто отрезать. Из-за этого можно? Да, она бывает кладет, да, линию. Ну, короче, они бывают все равно, там где-то идут, протираются, коротят, и такая ерунда бывает. Это наша основная история подключения двигателей Volvo. На личном опыте, по-другому тут никак. Я говорю про диагностов, которые, типа, сейчас современные, типа, дай то, дай это. Раньше никто ничего не давал, а если спрашиваешь, просто посылали, и все, на 3 буквы. Либо там, с дополнениями. Сейчас же изменились времена солидарности, все такое. Ты зачем трудился 10 лет? Все раздай. Да, чтобы, да, раздать все. Так, next. Михаил, какие заключения? Ну, мотор работает нормально, все хорошо. По диагностике не выявлено. А, этот, да? Не выявлено никаких нюансов. Думал, вы убегаете уже. 450, да, у меня? Да, 450. Чего они мне написали как 40? Мне хватает 450, не так, а вот так хватает. Я понял. Это хорошо. Вот. Что расскажи? Финиш. Да, это за нами? Да. Ништяк. Я настраивал этот компьютер двигателя, прошивку делал. Авторская программа. Detroit дизель 12.7. И как? Мощей чуть-чуть добавил. Привет. Все, да? Удачки. Домой. Если что, на связи. Так, что еще хотел сказать. Там вот провод лежит силовой. Ну, массовый лежит, красный, конечно, висит, но надо этот пластиковый кронштейн. Там должен быть на раме кронштейн. А там есть, да. Что-то, по-моему, нету. Чтобы не протерся ни в коем случае, не дай бог. Это единственное, что я хотел добавить, а так все. Все остальное вроде здесь ровно. В принципе, да, все огонь. Все у нас, провода аккуратно у нас уложены. Ну, по крайней мере, те, которые я делал. Так что здесь у нас для этого кондиционеры потом, если вдруг захотят поставить. Ну, короче, все. Здесь завершили. Все отлично. Проверено. И у нас 3-й день. Находимся в Баксане.
на том же сервисе, где подключали мотор на Volvo. Значит, здесь у нас помимо этого было еще куча работы. Конечно же, это были прошивки, диагностики, разбор каких-то вопросов, что смотреть, где, как. Машин очень много, так что даже последний день сейчас, вот уже у нас в аэропорт скоро ехать, до сих пор еще едут, наверное, всех даже не успеем сделать. Что хотел сказать, спасибо, ребят, за доверие, то, что, как говорится, обращаетесь к нам. Спасибо за гостеприимство, очень гостеприимно, очень хорошо здесь встречают. Вчера ездили на Эльбрус, катались на канатной дороге. Поздно, правда, приехали, не успели там до конца подняться. Хотелось бы, конечно, до конца. Наверное, в следующий раз приедем, доедем. Делитесь комментариями, пишите под видео, что вам понравилось, что не понравилось. Да, там люди пишут, что типа поздно видео выходит, просто каждое видео-то обработать надо, как говорится, обрезать, подрезать. Много времени на это уходит, поэтому видео, да, выходит с задержкой. Некоторые могут через месяц выйти, некоторые через неделю. В Екатеринбурге мы, например, были, там тоже писали, что типа поздно видео вышло. Но мы там делали всего 3 машины еще дополнительно, помимо тех, которые нужно было сделать. А здесь мы делаем, я уже даже не знаю, сколько машин, я уже со счета сбился. Я думаю, что больше 10 дополнительно, помимо того, что надо было сделать. И здесь видео может выйти там с гораздо большей задержкой. Больше 15 машин. Больше 15 машин. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.